Привет! Меня зовут Андрей, и сегодня я поделюсь с вами очень важным секретом. Как начать говорить по-русски, имея в активе очень небольшой словарный запас. Сначала я расскажу вам о самом методе и о том, как мы начали использовать его, когда столкнулись с упрямым молчанием некоторых наших студентов. Потом мы разберем на примере одного из наших видео, как этот метод использовать. Вместе с вами мы пройдем это упражнение шаг за шагом. И к концу видео вы будете чувствовать себя гораздо увереннее, говоря по-русски. Итак, поехали. На каждом нашем занятии мы задаем нашим студентам около 15 вопросов на самые различные темы. В начале обучения темы простые. Как тебя зовут? Откуда ты? Есть ли у тебя брат или сестра? По мере обучения вопросы усложняются. Уже через полгода занятий мы можем спросить: есть ли у вас какие-нибудь таланты, перешедшие по наследству и делающие вас особенным? Можете ли вы двигать ушами или поднимать бровь, как ваши родители или бабушки-дедушки? Как видите, это уже непростые вопросы. Но мы и не задаем их сразу. Мы идем от простого к сложному, от коротких вопросов, требующих коротких ответов, к более глубоким и насыщенным. Наша задача – разговорить студентов, приучить студента к русской речи, помочь ему чувствовать себя комфортно. Этот метод не уникальный. Я уверен, большинство преподавателей иностранных языков используют его в той или иной мере. Сегодня мы хотим рассказать о другом феномене. Даже наиболее продвинутые наши ученики, когда нужно говорить на свободную тему, внезапно замолкают, как будто их выключили. И часто это люди с достаточным словарным запасом. Иногда это 500 слов, иногда 1500 слов, иногда 3000 слов. То есть размер вокабуляра не имеет значения. Иногда такой ступор наступает у самых трудолюбивых и усидчивых студентов. В чем же дело? Как это не покажется странным, причина в том, что наши студенты – это умные и образованные люди. На своем родном языке они думают сложными и красивыми предложениями. Но на своем родном языке их речь прекрасная, глубокая и быстрая. И вот они пытаются перевести эти свои великолепные и сложные мысли на пока еще бедный и бледный русский язык. И они замораживаются. Им не хватает инструментов. Они не знают, как с помощью молотка и пассатижей построить космический корабль.
и поэтому они молчат. Как сдвинуть их с мертвой точки? Как их разморозить? Как включить их речь снова? Легко. Нужно упростить их родную речь. Нужно выкинуть из их умных и глубоких предложений все красивые и сложные слова и оставить самую суть. Это не чудо, это навык, который можно быстро освоить. Все профессиональные переводчики владеют этим навыком. Более того, это один из методов подготовки синхронных переводчиков в России. Мы берем сложное предложение, упрощаем его и только потом переводим на иностранный язык. Но достаточно теории. Давайте проделаем это упражнение на практике. В качестве примера возьмем наше собственное видео, номер 36, легкий немецкий. Вот эта история. На английском языке всего 103 слова. Попробуем перевести на русский язык сразу, без подготовки, не заглядывая в словарь. Не получается? Не беда. Начнем упрощать текст. Мы получили текст из 56 слов. То есть мы сократили текст почти наполовину. А это значит, что нам нужно извлечь из нашей памяти только половину слов. И они все очень простые. Все, кроме ужасного немецкого Sehenswürdigkeiten, входят в список 300 самых употребляемых русских слов. Если вы учите русский язык хотя бы пару месяцев, вы должны их знать. Вот такой простой метод. Сначала мы переводим с родного сложного языка на родной простой язык, и только потом делаем перевод на русский. Потренируйтесь сами делать из обычной речи простую речь. Вы можете делать это в любое время и в любой обстановке. В машине, в офисе, в ресторане. Мысленно упрощайте речь своего друга или своего начальника. Любимый сериал или газетную статью. Как только вы овладеете искусством упрощать, вы сразу же заговорите на русском языке. Для повседневного общения вам будет достаточно 500-800 слов. Поверьте нам, мы знаем, о чем говорим. Напишите в комментариях, что вы думаете о нашем методе и о нашем канале. И напишите о своих результатах. Подписывайтесь на нас, изучайте русский язык вместе с нами. Быстро, легко и интересно.